Да, Шкода, сегодня поговорим про наш любимый ВАГ, Шкоду, TSI моторы и про балабола в интернете. С чего вдруг решил сделать этот ролик, посмотрел, случайно наткнулся на такой ролик Астафия Петросяна про то, какой мотор лучше выбрать для Шкоды А7. Там он толком ничего не рассказывает, там говорит, ну, Шкода длиннее, там комфортнее. Ну, по моторам, говорит, ну вот 1.6 это не тот, который был раньше, про мотор он ничего не рассказал, как выбирать, так какие есть нюансы. Про 1.4, 1.8, типа, говорит, меньше проблем стало, чем было, но как, если правильно эксплуатировать, а как правильно эксплуатировать, я не знает. Вот если правильно эксплуатировать, то можно еще там 1000 до 100 закататься. Потом, да, ну, дизельные моторы тоже есть, ну, там, ну, вот тоже вроде есть там. Потом, ну, начал балаболить, вообще полную фуфло, это, типа, плохое лакокрасочное покрытие у ВАГа, там, типа, на дверях сколот. Ну, это как это Гарри Поттер D27, я уже показал в своих роликах, что все вранье, нормальное лакокрасочное покрытие у Шкоды, если она не битая. Потом, ну, всякое фуфло, там, ой, балка, там, плохая управляемость, типа, если на 120 тысяч поворот. Короче, про балку скажу так. Балка у А7 хорошая. Лично проверял и там, ну, 120, там, 170 поворот не входил, потому что хрен вы дадите на какой тачке такие повороты, если у вас не спорткар там с огромным антикрылом. Балка себя показывает плохо лишь на асфальтовой колее при перестроении более 100 км в час. Тогда балка чуть-чуть жопка подплывает у нее. Вот это надо учесть. А остальное, вот я, это есть ролик на канале по гравийке, я шел 110 по гравийке, перестраиваюсь во вторую полосу, ну как так визуально там было двухполосное движение на гравийке. Не так плавно, а прям нормально, и ничего не плавает, машина четко перешла по гравию, легкий снос, все было нормально. Ну и там главное было больше то, что в плафонах у Шкоды насекомые. Даже в новых салонах есть насекомые. Ну это все фуфло. Так, короче, сейчас моя история про моторы Шкоды А7. Я больше специализируюсь на моторе 1.4. Про него начало расскажу, а остальное за меня расскажут наши подписчики. Кстати, спасибо подписчикам, кто участвовал в нашем опросе, кто участвовал в нашем голосовании, кто писал сообщения. Потом обратимся к вашей информации, живой информации от людей. По 1.6, что я знаю лично, у меня во дворе есть 1.6 моторы, Шкода, одна уже с пробегом более 100 тысяч, она уже была, вторую купили, когда я уже владел этой машиной, то человек подошел, говорит, как Шкода нормально, говорю, а что? Он говорит, ну если я заказал вот 1.6 мотор, все катаются. Короче, я к ним подходил, вот, когда подходил к первой Шкоде, у меня был пробег 86 тысяч, 1.6, я говорю, масло кушать? Он говорит, не кушай. Все, окей. Вот другой, ну это старая Шкода Октавия Тур у нас, там, вот, там уже под 180 тысяч пробег, масло, говорит, не кушает, на шеле он ездит. Ну, короче, по моей информации, А6 не кушает при правильной обкатке, при правильной эксплуатации. Все остальное потом. По 1.4 вы боитесь турбомоторов. Обычно 1.6 берут те, кто боится турбомоторов. Но эту боязнь я просто приказываю или прошу прекратить. Если ваша машина произведена с 13 года, с 13 года там стали другие моторы, там 140 сил, турбина со старой ревизией, но с ней тоже проблем уже нету. Но там, как пишется, закись актуатора, но это все не так. Переключение до 2000 это никакого значения не имеет. Стояние в сыром гараже значения не имеет, потому что у меня вот живые машины у людей, и все окей. Если вы купили машину с 15 года, там где уже 1.4 CSD, маркер двигателя, то там вообще забудьте про турбину, просто она работает и все. Вам она не будет докучать, если вы правильно эксплуатируете автомобиль, как правильно эксплуатируете TSI, уже есть в моем ролике про правильную эксплуатацию TSI, люди смотрят, там больше 100 тысяч просмотров. Про турбину, ну, я еще допилю ролик, есть кое-какие моменты, ну, там ничего страшного, все нормально, все сносно, все хорошо, все работает. Это по 1.4. Масло не кушает, просто правильно обкатайте. По 1.8. Кто покупает 1.8? 1.8 более живой мотор, по лошадям там 180 сил, но по моменту те же самые 250 ньютонов. У 1.4 от полк момента от 130 1500 до 3000, но по этой полке мы поговорим позже. Вообще по TSI для Шкоды у меня есть замер 11 реальный замер с нормальной графикой, там все рассказали, там все, кое-кого даже не порадует, скажешь, ух ты, ёкарный, как все хорошо. У 1.8 тоже 250 ньютон-метров, это нормальный такой момент для машины весом там 1250 килограмм, это вот даже достаточно, прет машина, короче. Там просто полк момента больше. Насколько я помню, она там
4,5 или там что-то ближе к 5 тысячам, а до 4,5 тысяч она вроде бы пукнула. И все. Если вы катаетесь просто по городу, вы простой семейный человек, не хотите переплачивать за эти лошади, то, ребята, вам 1,4, 150 сил выше крыши будет. Вот эти вот 180 сил и чуть больше полкилометра, она нужна лишь для максимальных скоростей. Вот, например, когда вы решили в балю где-нибудь 200, там, ускориться со 100 до 200. Потому что вот, например, ну как говорится, вот мой мотор 1,4, 150 сил. В легкую раскручивается на третьей передаче до 158 км в час. Я лично проверял, там в пределах 6000 оборотов будет. Чем вам это? Куда? Ну куда больше-то? Там я четвертую включил, там он за 160 улетела стрелка, я уж не смотрел, даже вот там надо смотреть на дорогу, там ситуация была такая, что или газ в пол, или всем хана. Ну все нормально, так бывают такие случаи, просто вылез человек, а я был на двойном вагоне. Ну такое тоже бывает, это неправильно, но бывает. Короче, если вы не гонщик, простой семейный человек, вам 1,4 150 сил выше крыши хватит. И динамика, и по расходу турбомоторы, в чем прикол, то, что у них момент сразу идет снизов, они мало расходуют топлива. Вот сейчас у меня расход, ну, давайте я вам покажу. Ну вот нормально, 6,7. За длительный период 500 км 8,2, это город, это без трассы. Момент заправки 7,5. Что вам этого? Не хватит, что? У 1,8 будет чуть-чуть больше расход, там на 2 литра примерно, грубо. Если вы хотите типовать тачку, тюнить ее, то, естественно, вам нужно брать 1,8. У него, как сказать, больше литраж, больше запас мощности. Но смотрите мой ролик про чип-тюник и все будете знать. Вакман не продает ГТР и импрезы по цене семейного автомобиля. Это все не просто так. И еще по турбинам 1,8, насколько я помню, там вообще вроде стоит пневмопривод стоит. Да, это не так страшно, пневмопривод актуатор турбины, но это старая добротная школа, которую на 1,4 закисала. Там фишка в том, что когда вы набрали обороты, клапан там есть такой перепускной, который, набрав определенное давление, открывается и двигает актуатор. Там надувает его, актуатор надувается и открывает другой клапан, который стравливает давление. А у 1.4 CSD, там может это электропривод, моторчик электрический, ему по барабану, там что у вас, там нагар, фигар, он открыл, закрыл, пофиг ему. А у 1.4 140 сил, там, грубо говоря, такой обратно поступательный псевдоэлектропривод. Ну, если вы выбрали с 15 года, бояться ничего не стоит. По 1.6. Как написал наш подписчик Медведь, сейчас я зачитаю вам, потому что... Так, кушать не кушать. Вот он так пишет Медведь. Кушай, в зависимости от стиля езды. В среднем 150-200 грамм на 7,5 тысяч. Расход по 1,6 8,5 город. 5,8 6,5 комфортно по трассе. Доходило до 5 литров. 5 литров. Я всего лишь один раз смог повторить 5 литров на 98-м бензине. Я ездил в Альмете, шел 110-115. Полная машина была груженная с семьей. Так, выбор просто. DSG было страшно, а покупать машину на палке за миллион он посчитал дорого. Вот, кстати, DSG тоже, ребята, бояться не стоит. Если машина с 15 года, все допилено. Смотрите мой ролик про DSG и все знаете, и не ссыте вообще, конечно, ни капельки. Так, в нашей группе люди принимали участие, вот у нас есть группа, и я попросил написать им свои отзывы, у нас 690 человек, проголосовать про то, какие машины, какие двигатели они выбирают. Ну, блин, это мегафон вонючий. Итак, ребята, вот наши ролики последние, как решил, видите, первая попытка окей, вторая попытка уже под вопросом. Это так баловался. И вот, наше голосование. В голосовании принял участие 156 человек. На первом месте у людей во владении 1,4 TSI 84 человека, это 53%. На втором месте, товарищ, на данный момент 1,6 34 человека, 21% и 0,7. 1,8 у 32 человек из проголосовавших, 20%. И один у нас турбошкода есть, одна вернее, и 5 есть 1,2. По 1,2 тоже ссать не стоит, у меня у знакомого вот Шкода 1,2. Все работает, цепь не гремит, все окей. По старым вагам. Вы будете покупать машины с пробегом. У меня две машины у знакомых. Гольф 2011 года и Passat 2011 года. Я говорю, это вы вообще без головы по ходу ролика не смотрели.
Он говорит, мы смотрели ролики, но мы послали всех этих козлодоев нафиг и купили себе эти машины. Что они на данный момент имеют? Покупали машины с пробегами по 80 тысяч, сейчас у них пробеги 100 плюс. На 100 тысячах оба поменяли цепи, не потому что она, ну, одной машины было подозрение на ее растяжение, у второй было все окей. Просто пробег 100 тысяч, пора менять цепи. Ну, там кое-какие нюансы у Passat было по ходовой, там, ну, такие просто тупо расходники из-за пробега. И все, машины дальше ездят, люди довольны. Что пишут наши подписчики по своим машинам? Сейчас откроется. Так, вот люди поперли. Так, Атмова катал, не кушает, пробег 100 тысяч, все хорошо. Октавия 1.2, 105 сил, турбо. Где я проголосовал, мало не поставил. Так, я пробег 85 тысяч, супруга валивает, это 1.2 на ДСК, все окей. Меня масло, кажется, 7-8 тысяч, бензин 95, масло не ест. Так, 1.6, допилили в 2018 году, масло не кушает. Ну, короче, такая тема, что 1.6 это атмосферник, он оборотистый, он, ну, что там, сколько там, 105 сил, там, и машина весом тонну 250, ну, я в своем ролике показывал, прет, не прет, 1.6. По городу выше крыши, на трассе, да, надо заранее входить с запасом, крутить мотор вплоть до осечки. Я с первого раза повторю паспортные данные автомобиля. Все легко и просто. Rapid 1.6, 105 сил. Не крутить больше 4000 и жрать не будет. Короче, приходите в нашу группу, видите, люди пишут реальные отзывы. Также в нашей группе будет написано по DSG, там все есть написано. Не стоит бояться турбин. Оптимальный вариант это 1.4 турбо. Платишь меньше налога, меньше расход. Если ты хочешь гонять, ну тогда бери себе 1.8. Вот недавно мне один товарищ у нас в городе, который над чип-тюнингом, рассказал, что они не так давно чипанули 1.4 Шкоду А7 до 180 сил. На вопрос, он говорит, а турбину, говорит, не жалко своего старого владельца? Он говорит, ну сгорит, говорит, полетит, говорит, куплю новую. Ну, ребята, новую турбину стоит 150 тысяч. Если ты готов платить за ремонт турбины 150 тысяч, ОФ, например, ну, точно знаю, у Lexus NX 250, гарантийная замена турбины стоит 168 тысяч в том году стоило. У них также закисают актуаторы, как раньше у ВАГа. Сейчас эти Lexus, Mazda, корейцы все, они все в начале пути турбомоторов. ВАГ уже давно по колен в этом говне и дальше шагает. А они все только принюхиваются. И если человек готов платить 120 тысяч за ремонт турбины и замену, ну купи-то сразу 1.8 тогда. Какая разница во владении 1.8, 1.4 есть на моем канале в ролике, что вы 1.4 или 1.8. Короче, ребята, не стоит бояться. Турбин мой вам совет, берите 1.4 CSD 150, выше крыши. Динамики хватает, запас мощности хватает, удовольствие колоссальное. Хотите, как у меня на механике, хотите на DSG, не стоит бояться. Но если в большом городе, механик вызов, я живу в маленьком городе, поэтому мне DSG нафиг не нужно. Я люблю участвовать в процессе разгона автомобиля. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.